Вы на канале «Это вкусно». С каждым годом пряники набирают все большую популярность. Это отличный презент и вкусное лакомство. Тесто, рецептом которого я сегодня поделюсь, нравится многим тем, что оно недорогое, не содержит меда, так как мед – это аллерген и не всем его можно употреблять. А еще готовое тесто может храниться в холодильнике до 3 месяцев. То есть вы можете приготовить его задолго до праздников, тогда, когда у вас есть свободное время. Тесто это готовится на сахаре, а точнее на карамели. Его еще называют козульным. Итак, мне понадобится 500 граммов сахара, 200 мл кипятка, 200 граммов сливочного масла, 2 желтка, 800-850 граммов муки, 1 чайная ложка без горки соды, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка имбиря, по пол чайной ложки мускатного ореха, гвоздики, кардамона и соли. Несмотря на то, что объем теста у меня небольшой, всего 1 порция, я беру большую кастрюлю объемом 5 литров. После добавления соды масса будет сильно пениться, и чтобы она не убежала из кастрюли, лучше брать тару побольше. Сахар я буду добавлять частями. Всыпаю примерно 1/3 часть сахара в кастрюлю, ставлю на плиту и начинаю топить. Сейчас мы не готовим карамель, мы делаем тесто, поэтому сахар можно и нужно перемешивать, чтобы он равномерно таял. Как только сахар начал таять, добавляю вторую часть. Мощность плиты у меня чуть выше среднего. Если вы видите, что карамель начинает немного дымиться, то уменьшите немного мощность или отставьте на минутку кастрюлю в сторонку, не переставая при этом помешивать. Ложку или лопатку лучше сразу взять подлиннее, чтобы рукам было не горячо. Когда помешиваете, старайтесь ложкой доставать и в уголках кастрюли, чтобы сахар топился равномерно. У меня на канале есть еще один рецепт ароматного и вкусного пряничного теста с добавлением меда. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Сахар должен полностью раствориться, но не доводите до того, чтобы карамель стала очень темного цвета. Она начнет горчить, и это повлияет на вкус пряников. Готово. Сейчас нужно добавить в карамель кипяток. Температура карамели сейчас выше, чем температура воды, и она начнет парить. Поэтому, чтобы не обжечься, вливаю кипяток небольшими порциями и аккуратно размешиваю. Можно подстраховаться и надеть перчатку на руку или прихватку, если делаете тесто впервые и боитесь обжечься. Продолжаем хорошенько размешивать карамель, не забываем уголки кастрюли. Когда масса полностью соединилась, добавляю сливочное масло. После того, как масло растопилось, добавляю все специи и соль. Состав специй и их количество регулируйте по своему вкусу. Когда масса стала однородной, добавляю соду и перемешиваю. Вот сейчас масса начнет пениться и увеличиваться в объеме. Мне это не страшно, так как я изначально взяла посуду большего размера. Первая часть приготовления теста завершена. Масса должна полностью остыть. Обычно я оставляю ее на ночь, хотя достаточно и 2-3 часов. У меня тесто простояло на балконе ночь, оно даже немного загустело на холоде. Перекладываю его в дежу миксера, так как буду замешивать тесто при помощи комбайна. Но его также можно замешивать и вручную.
Перемешаю массу немного. Теперь добавляю желтки. Муку я добавляю частями, сразу всю не всыпайте. Граммов 50 муки я оставляю на то, чтобы присыпать стол. Тесто готово. Выложу его на присыпанный мукой стол. Допустимо, если тесто будет совсем чуть-чуть липнуть к рукам, не забивайте его мукой. Делю его на две части. Формирую из него прямоугольник. Заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на несколько часов. Но я уже говорила в начале, оно может храниться в холодильнике до 3 месяцев. В прошлом видео я делилась рецептом очень вкусного и ароматного рождественского штоллена. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Мое тесто пролежало в холодильнике около суток. Обычно все пряники я пеку на тефлоновых ковриках, поэтому и раскатывать тесто я буду сразу на коврике, чтобы не деформировать его при переносе. Раскатывать тесто нужно толщиной 5-6 мм. Чтобы толщина теста была одинаковая по всей поверхности, я буду использовать скалку с ограничителями. Это очень удобно. Формочки используйте любые. Я сегодня хочу сделать рождественский венок, поэтому вырезаю круг при помощи тарелки, а в середине вырубаю отверстие нужного мне диаметра. А теперь вырезаю те формочки, которые мне понадобятся. У меня на канале есть еще один рецепт простого в приготовлении, но очень вкусного и красивого линцерского рождественского печенья. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Вырезанные заготовки я распределяю по коврику, переношу на противень и ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Печенье готово. Пока оно еще теплое и мягкое, я проделаю дырочки для венка. И еще я хочу сделать гирлянду из пряничных человечков, поэтому тоже сделаю отверстие. Дам пряникам полностью остыть. Можно сложить пряники в пластиковый контейнер с крышкой и хранить до того времени, когда нужно будет их разукрасить. Как я разукрашивала свои пряники и делала рождественский венок и гирлянду, я покажу вам во второй части этого видео. Мои любимые рецепты рождественской и новогодней выпечки смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.